Вы можете узнать себя без личности, без чувства себя относительно других людей, и в этот момент исчезают ваши страхи, сомнения, стеснительность, неуверенность, нерешительность. Личность — это то, что ты никогда не ощущаешь, но у тебя есть. Это твой образ, который никак не связан с тобой психологически, эмоционально, физически. Этот образ позволяет тебе занимать какое-то положение в жизни и в обществе. Личность — это твои данные, твоя какая-то идентификация социальная, то есть твои паспортные данные, твоя внешность, твои особенности физические и особенности, наверное, твоего поведения. Личностные характеристики говорят о том, каков ты человек для общества. Личность — это всегда ты для других людей. Эго — это то, что ты думаешь о себе и как ты себя сам позиционируешь. Оно также нереалистично и, может быть, даже менее связано с жизнью, чем личность, но это важнее для тебя самого и ближе для тебя самого, чем личность. Вы можете поменять имя, вы можете поменять фамилию, в результате вы начинаете обладать новой личностью для других людей. Вы можете поменять свой внешний облик, сделать операцию и так далее. И вы можете отойти далеко от той личности, которую воспринимали вас ваши школьные друзья или просто друзья, знакомые, родные. Но эго — это то, как ты воспринимаешь себя сам. И это для тебя важнее. И это не так легко регулируется, как могло бы показаться с личностью. Затрагиваются более важные для тебя аспекты, когда речь идет об эго. Что такое эго? Это чувство себя относительно другого человека в любой ситуации. Это чувство себя относительно других людей. Это позиция, которую ты прямо сейчас занимаешь, по твоему мнению, относительно других людей. Это именно твое мнение о своей позиции жизненной, или в жизни, или в ситуации, относительно других людей. Как только ты остаешься один, эго начинает ослабевать. Как это происходит? Предположим, вы сидите сейчас с прямой спиной, и ваши мышцы спины, шеи напряжены, пресс напряжен. Мы их называем мышцы коры, это мышцы, которые держат тело в прямом положении, вертикальном. Плюс мышцы шеи. Если ты ляжешь, необходимость в напряжении этих мышц пропадает. И этот тонус, который поддерживал тебя прямым, статным, этот тонус исчезает. Если ты садишься в кресло-мешок, то все это исчезает, и ты просто проваливаешься, и твои мышцы тела расслабляются. Мышцы шеи, все расслабляется. То же самое происходит с эго, когда ты оказываешься вне общества, вне других людей. Когда нет ни одного человека рядом с тобой, эго расслабляется. Оно не исчезает, исчезает напряжение. Эго не исчезает, исчезает его возбужденное состояние. Таким образом, когда вы находитесь на природе, когда вы смотрите фильм, особенно приятный фильм, когда вы читаете книгу, когда вы спите, когда вы мечтаете, ваше эго находится в расслабленном состоянии. Но еще более расслабленное состояние наступает, когда вы спите без сновидений, когда вы находитесь в полной осознанности. Это идентичное состояние. Сон без сновидений, глубокий сон, фаза которого находится где-то, длится около часа максимум у обычного человека и находится где-то во второй половине вашего сна, то есть он там к концу первой половины сна наступает. Состояние полной осознанности и состояние сна без сновидений, глубокий сон, идентичны по своему состоянию внеэговости.
Эго в этот момент не существует, оно полностью расслаблено, и никаких признаков нет. В этот момент вы можете узнать себя вне эго и плюс вне личности. В глубоком сновидении вам это не дано, потому что ваш мозг не бдителен, и вы не распознаете себя относительно других объектов этого мира. Для вас вы просто сознание, и мира нет. Но когда вы находитесь в бодрствующем состоянии, в полной осознанности, происходит деперсонализация. У вас нет персональных личностных характеристик. Вы можете узнать себя без личности, без чувства себя относительно других людей, и в этот момент исчезают ваши страхи, сомнения, стеснительность, неуверенность, нерешительность. Все это исчезает, потому что все это было необходимо только в обществе, как способы реакции и защиты в обществе, как реакция на вызов общества. Ваши страхи, ваша неуверенность, ваши сомнения в себе, ваша трусость порой, нерешительность или агрессивность, или раздражительность были реакцией на других людей, реакцией на ситуации, создаваемыми другими людьми. Как только ощущение эго исчезает, ощущение личности исчезает тоже вместе с ней, и больше вы не распознаете опасности для себя. Вы видите, что ее нет, вы видите, что лично вы никому не нужны. Вы видите истину, как она есть. Каждый человек заинтересован в своем личном счастье. И только. Ни один человек не заинтересован в твоем несчастье, как тебе это казалось. Ни один человек не хочет смеяться над тобой. Ни один человек не хочет оскорбить тебя, другого человека. У вас не возникает сомнений, что все, что вам виделось как конфликт во внешнем мире, агрессия, то, что вас пугало, все это являлось не больше, чем сном. Вы придумывали себе все эти опасности окружающего мира. Мир не был враждебен к вам. Каждый человек стремился утолить свое счастье, утолить свое наслаждение, дать себе наслаждение, дать себе радость жизни. Вы вместе охотились за одним яблоком. Никто не был против тебя. Тебе хотелось яблоко, и другому человеку хотелось яблоко. Он мог отталкивать тебя просто потому, что ты хватал это яблоко вперед его. Не было ничего личного в отношении к тебе, как тебе до этого казалось, что всем до тебя есть дело. Ты видишь, что когда люди смеялись над тобой, они смеялись над твоей ошибкой, которую сами боялись допустить. Они сами боялись оказаться в твоем положении, поэтому они смеялись. Не над тобой, над ошибкой. Тогда у тебя пропадает стеснение или смущение. Когда ты знаешь, что люди смеются не над тобой, а над ситуацией, тогда у тебя пропадает стеснение или смущение. Когда ты знаешь, что люди смеются не над тобой, а над ситуацией, смущение пропадает. Ты больше не стесняешься. И с этого момента ты можешь смеяться вместе с ними над своей ошибкой. Потому что смеяться над ошибкой — это не смеяться над собой. Это смеяться над тем, что случилось. Это может быть забавным. Но ты здесь ни при чем. Даже если это произошло через тебя. С этого момента твоя жизнь становится легкой. Она течет свободно, без стеснения, без зажатостей, без напряжения. Тебя никто больше не напрягает. Никто не может смутить тебя. Когда малыш начинает различать людей, вот тогда начинает формироваться эго. Слабые признаки эго есть уже тогда, когда он узнает одного человека, отличает от другого, распознает действия по отношению к себе. Сразу после рождения малыш не распознает действий. Ты можешь что-то
взять у него, положить что-то на него, можешь накрыть его чем-то, можешь раздеть его. Он не особо понимает, что это делается тобой. У него к тебе нет никаких претензий. Если ему стало холодно, он может дать об этом знать. Если ему стало жарко, он может дать об этом знать. Но он не думает, что ты как-то относишься к этому. Но позже он начинает понимать, что это ты его накрыл одеялом, и из-за этого ему некомфортно. Или ты сейчас убрал одеяло, и ему стало холодно. И он может обращаться к тебе, чтобы ты вернул одеяло, например. Он обращается пока что просто звуками. Но он уже понимает, что тебе нужно дать знать. Ты играешь с ним, все в порядке. Как только ты начинаешь его сажать или укладывать, он дает знать, что он не хочет этого. Он возражает. Его первое возражение: не делай этого. Ты возвращаешь его к себе, и он опять счастлив. Вот это признаки зарождающегося эго. Несогласие и как бы выводы. Я хочу так, я не хочу так. По сути, это зародыши желания. Из этого потом желание вырастает. Да, можно сказать так. Необходимый, но временно возбужденное явление скорее. Можно сравнить это с дождем, например, или с ливнем. Это необходимо. Это не всегда удобно. Может заливать, может много грязи быть, может дороги становятся непроезжими, может крыша протекать. Но тем не менее дождь нужен. Иногда это сказывается негативно, когда дождь идет несколько дней кряду и очень сильный. Это может поломать деревья или поломать крышу, она протекает, размокает и не знаю, еще что-то. То есть это может иметь последствия, подтопить какие-то деревни. То есть если этого слишком много и оно постоянно возбуждено, то это эго доставляет дискомфорт. Но само по себе эго не является негативным явлением, это обязательная часть развития человека. Это стоило бы проходить в школе и очень внимательно к этому отнестись. И я бы хотел, чтобы однажды в скором времени ввели предмет, который будет изучать человека. И где будут разбирать, что такое эго. Я бы помог составить программу. Мне бы хотелось, мне было бы интересно это. Пока не создается конфликтов, все в порядке. Эго — это просто как энергия жизни, как радость проявления себя. Ты слышишь свой голос, ты хочешь спеть песню своим голосом или по-своему. Это эго, но это индивидуальность. Проблема, когда тебе говорят: ты некрасиво поешь, и тебя это расстраивает. Вот здесь начинается проблема. Эго возбуждается, и ты вступаешь в конфликт либо с человеком, либо с собой. В ответ на критику ты можешь раскритиковать другого человека, оскорбить другого человека, либо критиковать себя и оскорблять себя. Это создает неприятные в том и в другом случае неприятное состояние жизненное и неприятные последствия. Эго — это переполнение энергией, своеобразным взглядом, своим мнением, своей позицией. Ты хочешь сделать это по-своему. Затем, если это не было принято в разной степени, эго обязательно отреагирует. И всего два типа реакции есть. Либо агрессия на критику или неприятие, либо агрессия на себя и самоугрызение, самоуничижение, самокритика, обида, да. Человек внутри очень много размышляет, переживает, в депрессию впадает. Но человек, который выразил свое мнение, вступил вслух в конфликт с тем, кто его критиковал, с тем, кто не принял его проявления, он в дальнейшем может оказаться в состоянии стресса, перевозбуждения. Конфликт приводит к тому, что тоже ты чувствуешь себя несчастливым, не находишь себе покоя, ты слишком перевозбужден, не находишь себе места. Оба состояния одинаково неприятны, то есть выбрать нельзя. Это как смерть через повешение или через расстрел. Разница между эго и личностью минимальна в целом, но это разные понятия. Примерно как
разница между айфоном и вот этим чехлом. В данном случае все это iPhone. Просто iPhone. Но если мы можем отделить что-то, и это продолжает функционировать, остается телефоном, остается айфоном, мы понимаем, что вот это и есть личность, просто шкурка, просто обложка. Когда мы говорим об эго, мы говорим о том, что здесь на этом мониторе отображается. Вот этот монитор — это эго, а обложка — это личность. Они существуют вместе, одновременно, но все-таки различны. Здесь, кажется, неотделимы, но все-таки они различны. Ребенок не сможет это сделать, не сможет отделить, но взрослый человек легко это делает. Точно так же развитый человек очень легко может отделить чувство себя от личности, а более развитый человек — чувство себя от ложного чувства себя, от эго. Есть чувство себя, есть ложное чувство себя, эго, и есть личность. Как бы вот такой тройственный союз. Все вместе. Есть программное, есть монитор, который показывает это программное, и есть обложка. Все вместе Apple. Мы здесь с вами не работаем с личностью, работаем только с эго. И с настоящим чувством себя. Только два аспекта трогаем. Личность является результат состоянием вашего эго. Если ваше эго мало развито, личность не поддается никакой трансформации. Если эго сильно развито, крепкое, мощное эго, вы очень интересная личность, вы очень интересный человек, вы очень интересный собеседник, возможно, или партнер, или еще что-то. Но чем больше развито эго, тем вы становитесь и сложнее, и одаренней, и невыносимей. Помните, наверное, фильм, по которому мы будем много еще работать, наверное, в этом сезоне. «Железный человек». Он талантлив, гениален, он интересный, с ним хочется быть, но моментами он раздражает, он кажется невыносимым. Он раздражает тех людей, которые не умеют любить. И вы это видите по фильму, так ведь? Кажется, зачем он это делает? Почему он так себя ведет? Почему он в какой-то момент становится неприятным? Приятный, интересный, мощный человек вдруг становится неприятным. Это и есть сильное эго. И я говорю, что это хорошо. Если ваше эго слабое, вам не видать просветления. Человек со слабым эго может забыть о просветлении. В этом трудность. Он помнит что угодно, только не просветление. Почему я говорю, что человек со слабым эго способен забывать о просветлении? Потому что вы не умеете следовать поставленным задачам, целям. Мускулатура эго слабая, а это означает, что вы не можете быть целеустремленным, вы не можете быть преследователем, исследователем. Именно это качество нужно для просветления. Нужно уметь преследовать неотрывно, как преследуют хищники свою добычу. Нужно быть таким настойчивым, назойливым. Тогда просветление придет. Без этого вы забываете. Вы пробежали 10 шагов, и появилось что-то другое, полегче, развлекло вас, и вы забыли о просветлении. А ведь утром проснулись с целью стать к вечеру просветленным. Понятен мой взгляд на то, что такое эго и в чем его роль?